Привет, друзья! Вы знаете, очень много людей мне сегодня написало и в комментариях, и в личку. Анатолий, прокомментируйте события в Москве. Ну, сначала просили, прокомментируйте события в Минске, а я вчера еще написал, что вылетаю на помощь к минским братьям. Да и через 5 минут написал, решил не вылетать на помощь к минским братьям, подержу их лучше издалека. В целом что-то там обсуждать, рассуждать я не хочу. Это раз. Во-вторых, я не езжу, конечно же, ни в одну из бывших республик, которые сейчас не входят в Евросоюз. И вообще, ну зачем я буду лезть? Зачем? Ну в Украине же есть дела. Этим вот моим правилом не пользуются украинские СМИ и украинские политики. И сегодня, когда начались эти комментарии, прокомментируйте. У меня, конечно же, есть свое собственное мнение. Без сомнения. Без сомнения, я интересуюсь этими событиями. Без сомнения, я держу руку на пульсе и серьезно мониторю ситуацию. Но высказывать свое мнение, знаете, иногда считаю некорректным. Но сегодня же я, это уже второе но, прочел статус от одного товарища, от Мустафы. Вчерашние события в Минске, сегодняшние в Москве – наглядное пособие для тех, кто все еще не понимает, ради чего мы вышли на улицы Киева в ноябре 13-го на Евромайдан. В Минске людей по-прежнему избивают просто за выход на улицу. Чтобы оказаться в ЦИПе, Центр изоляции правонарушений, не нужны палатки, флаги или плакаты. Спустя четверть века после распада СССР уже новое молодое поколение России и Беларуси инфицированы страхом перед государственной машиной. А вот Украине удалось избежать этой болезни. Этой болезни, по всей видимости, инфикации страхом. Возможно, Мустафа не знает. Знаете, как про декабристов, я уже когда-то говорил, сильно оторваны они от земли. Возможно, Мустафа слишком часто общается со своими большими друганами Шкиряком и Геращенко. Он, кстати, недавно в интервью заявил, что Геращенко очень уважает. Ну, понятно, и есть за что. При всем уважении к Антону Геращенко. То есть он мой коллега, я здесь неуважительно отношусь. И оторвался от жизни, и не в курсе, что сейчас любой, кто вышел с протестами, является рукой Кремля. Является нанятым кем там? Сексотом. Возможно, Мустафа не знает, сколько людей сейчас сидят. Сидят не за то, что они в кого-то бросили коктейль Молотова, или в кого-то выстрелили, кого-то подрезали или ударили. Нет, сидят за мнение. Он, наверное, просто не знает. Ну и есть некоторые вещи, про которые некоторым людям не стоит говорить. Выскажу свое мнение. Мое мнение такое. Я комментировал уже ситуацию с расследованием Навального. Комментировал не в своем блоге, комментировал в Твиттере. Я на самом деле считаю, что власть обязана ответить на это расследование. Это все фейк? Окей, покажите, постыдите. Постыдите этот фонд борьбы с коррупцией уже раз и навсегда. Пускай все запомнят, что они фейкометы, поганые, паршивые. Это все наполовину фейк. Расскажите, почему эта половина возможна? Это все на самом деле правда? Тогда почему фигурант гуляет? Вот такое вот мнение. Простое мнение. И это простой выход, не правда ли? Для власти. Но это следует отделять от кое-чего другого. То, что пишет Мустафа, он правильно пишет. На самом деле Майдан в корне изменил его жизнь. Майдан позволяет его друганам сейчас покупать квартиры по 450 тысяч долларов. Друзьям и подружкам. Майдан позволил такому ничтожеству, как Шкиряк, стать кем-то. Майдан позволил Геращенко, которого уволили бы в любой цивилизованной стране после первого же его дегенеративного заявления, светиться на телеэкранах, быть государственным чиновником. Майдан позволил мерзости, которой следует работать в сортирах или же в свинарниках, заседать в Верховной Раде, махать там своими кулаками, вонять своим немытым телом. А немытое тело им позволил свое, Майдан, возить сейчас в автомобилях по 100 тысяч долларов. Майдан позволил заработать миллионы, при этом опустить страну на самое дно. От переизбытка свободы мы постоянно берем кредиты. Страна, которая не может жить без кредитов, которая постоянно на подсосе у МВФ, не может быть свободной по определению. Хотите такой же уровень жизни? Не мечтайте. Для этого вам надо сначала побороть себя. Выйти в первый раз с первым коктейлем Молотова. Вот теперь про коктейли Молотова. Я отлично понимаю, почему сейчас пакуют вот этих вот, которые, возможно, еще сильно ничего не делали. Потому что не ждут, когда будет первый коктейль Молотова. Потому что уже некоторые страны высказывают обеспокоенность. Это какие? Это вот Германия высказала обеспокоенность. Вы видели когда-нибудь, как разгоняют вот митинги в Германии?
Не видели. Штаты высказали обеспокоенность. А вы видели, как разгоняют в Штатах? Нет? Ведь все идет тупо по схеме. Даже обороты те же самые. Они ведь особо не заморачиваются. Я сегодня на Радио Свобода прочел, как били детей в Минске. Детишек. Сделайте то же самое, что сделали мы. Пожалуйста. Чтобы нам не было так обидно. Чтобы рядом были такие же. Только территория чуть крупнее. Ну, потом начнет дробиться. Это понятно. Ведь все это уже было. И все, кто сегодня рассказывают о ненормальном состоянии Димона, а оно на самом деле какое-то ненормальное, завтра станут маленькими Димончиками. Вы знаете, кем завтра станут сегодняшние борцы с цензурой? Самыми главными цензорами. Вы скажете, что ты выдумываешь? Так это же мы уже все видели. Слушайте, это уже все было. Министерство информационной политики вот в Украине уже список заготовило антиукраинских сайтов. А знаете, как решают, какой сайт антиукраинский? Если там есть обороты в стиле «гражданская война», значит это сайт антиукраинский. Если там не говорят, что война с Россией, то значит это сайт антиукраинский. Правда, до этого забыли объявить войну России, но то такое же, да? Более того, если у вас вдруг на ресурсе написано, что на Донбассе война идет не с российскими войсками, а с ополченцами, значит у вас сайт антиукраинский. Знаете, кто заседает в комиссии вот этой вот, которая решает, какие сайты закрывать, вот из-за таких вот вещей? А журналисты. Они вчера с цензурой боролись. В том, чтобы требовать от государства ответа, в том, чтобы требовать от власти отчитаться за такие вещи, там, по поводу коррупции, это вот так вот, это класс, в этом нет ничего плохого, это просто супер. Но я знаю прекрасно, что завтра у вас появится 10 Мустафов, или как, Мустафиев, которые послезавтра забьют инакомыслящими все тюрьмы, которые послезавтра будут аплодировать, когда на улицах будут убивать людей просто за то, что они где-то что-то когда-то написали или что-то сказали. Мустафа сам в системе МВД, поэтому, конечно, ему не с руки говорить о том, что Украина как раз-таки и пытаются сделать полицейским государством. Пытаются, но не получается, просто потому что руки из жопы растут. И за что бы они ни брались, эти кривые руки, они могут только красть, а что-нибудь построить они не могут, в том числе и полицейское государство. Они компенсируют отсутствие избиения силовиками там, инакомыслящих, избиение инакомыслящих гражданским корпусом Азов, к примеру. Идея вот такая вот. Все знают, кому принадлежит, и Мустафа знает, но он же не будет об этом говорить. Это и есть гражданское общество. Ничего не бойся, это свободная страна. Станьте такими, как мы. Станьте такими, как мы, это счастье. На самом деле, это очень круто. Подойдите на улицу к любому украинцу и спросите, ну как ты себя чувствуешь? Он скажет, класс, супер, я стал дышать свободнее. Потому что это ему внушили в телевизоре. Вот кому стало действительно свободнее, это Мустафе и его друзьям. Они теперь мало чем ограничены. У них есть власть, у них есть деньги, у них есть благодарные уши. Слушатели, миллионы слушателей, которые слушают, что завтра будет уже лучше. Главное, чтобы не было так, как вчера. Тогда вам было очень-очень плохо. И я думаю, что надо обладать изрядной долей такого, знаете, нездорового цинизма для того, чтобы вот такое написать. Мустафа, кстати, отловил там немалое количество комментариев от своих собственных соотечественников, которые напомнили ему по поводу деклараций, по поводу того, что кто-то прошел в Раду, и как у кого-то улучшилось и материальное, и благосостояние, и вообще как бы вся жизнь, знаете, заиграла другими красками. На самом деле я знаю, что я уверен, что множество людей в России чувствуют, что они живут плохо. Я уверен, что достаточно значимое количество людей в России, знаете, чувствуют, что они живут очень-очень плохо. Но для того, чтобы прочувствовать, что такое настоящий им надо повторить наш выдающийся подвиг. И потом, на протяжении 2-3 лет, потому что наши криворукие ублюдки уже 3,5 года и не могут сделать вообще ничего. Все только хуже, хуже и хуже. И через 3,5 года уже ваши криворукие ублюдки, которые сегодня знают, как полностью обустроить государство, будут рассказывать, что это не мы виноваты. Это, во-первых, последствия деятельности попередники. Помните, санкции были тогда? Ага. Ну и во-вторых, это последствия войны. К тому времени, я думаю, война у вас тоже будет. Вот такое вот мое мнение. Я абсолютно не лезу в чужие дела.
Это ваши дела. Делайте, что хотите. Я не повторяю подвиги отдельных ублюдочных видеоблогеров из России, которые приезжали в Украину, рассказывали, как надо кого-то убивать, там еще что-то. Ни в коем случае. Нет. Я наоборот говорю, делайте. Делайте, повторите. Повторите, потому что, во-первых, всему миру интереснее будет. Вы знаете, что в Швейцарии, к примеру, или о Швейцарии вообще нечего снимать. Вот смотришь, и просто все постное. Сделайте веселье. Зажгите эту дискотеку. Давайте, не бойтесь. Я как краса!